Этот ролик про шпаклевку в декупаже я сняла 9 лет назад. И за эти 9 лет его посмотрели больше 100 тысяч человек. Сегодня я хочу переозвучить его уже как мастер с опытом и сказать честно, что в этом видео до сих пор работает, а что сегодня я бы делала совсем иначе. Если вы занимаетесь декупажем, декоративной отделкой или просто любите работать с деревом, это видео сэкономит вам время, деньги и нервы. Шпаклевка в декупаже – это не просто выравнивание, это основа всего результата. От нее зависит, будут ли трещины, как ляжет краска, и проживет ли работа годы или начнет разрушаться через месяц. За годы работы я выделила 3 основные группы шпаклевок для декупажа. Первая – это акриловые шпаклевки, универсальные. Они подходят новичкам, а также быстро сохнут. Вторые – это легкие декоративные пасты для рельефа прекрасные, для работы с трафаретами, и они дают красивую фактуру. И третье – это строительные шпатлевки. Они более дешевые, но требуют большого опыта, а также могут легко трескаться. И вот здесь начинается самое важное. Самая частая ошибка – это брать самую дешевую строительную шпатлевку и наносить ее толстым слоем. В декупаже лучше работает правило несколько тонких слоев, чем один толстый. Что хорошо при работе со шпатлевкой – это пластичность, мелкая фракция и отсутствие усадки. Плохим же качеством является большое количество песка, сильная усадка и резкий запах. Сейчас на экране вы можете видеть примеры неудачных работ после неправильно выбранной шпатлевки или неправильно соблюденной технологии работы со шпатлевкой. Если вы хотите работать с деревом, запомните одну вещь. Дерево живое, оно расширяется или сжимается и реагирует на влажность. Здесь я могу дать свои рекомендации. Прежде всего, грунтовать всегда, не спешить с сушкой, не использовать фен и слегка шлифовать между слоями. В этом фрагменте я как раз показываю классическую работу с трафаретом. Здесь очень важно не торопиться и не пытаться сразу сделать объем. Я показываю, как я наношу шпатлевку тонким слоем. Обычно я это делаю шпателем, без нажима, как масло намазываете на бутерброд. Задача не в том, чтобы заполнить все до краев, а чтобы материал лег ровно и аккуратно повторил рисунок трафарета. После этого я сразу же снимала излишки шпатлевки. Это очень критичный момент. Чем меньше лишнего материала остается, тем меньше будет риска трещин после высыхания. То есть слой у меня получался очень тонкий достаточно. Шпатлевка у меня здесь акриловая, у нее очень мелкая фракция, и также она очень пластичная. Хорошо тянется и не дает усадки. Поэтому именно по такой рельеф спокойно высыхает без растрескивания. И я всегда даю шпатлевке полностью высохнуть естественным способом, не используя фен и не ускоряя этот процесс. Это особенно важно при работе с деревом и тонкими декоративными элементами. После высыхания я прохожусь самой мелкой наждачной бумагой, буквально слегка, без давления. Не для того, чтобы стереть рельеф, а чтобы снять острые края и сделать поверхность более аккуратной. И в итоге получается четкий ровный рисунок, без трещин и сколов. И здесь важно понимать, такой результат дает не только техника, но и правильно выбранный материал. Поэтому именно для трафаретов и тонкого рельефа я всегда рекомендую акриловые шпатлевки и текстурные пасты с мелкой фактурой. Они прощают ошибки и дают стабильный и хороший результат. За годы творческой работы я также выделила несколько брендов, которые стабильно дают хороший результат. Сейчас вы можете видеть их в этой табличке, но важно понимать, нет идеальной шпатлевки для всего. Есть подходящий под конкретную задачу. И если бы я снимала это видео сегодня с нуля, я бы сказала главное. Главное – это не гнаться за сложностью. Хороший результат декупажа – это правильные материалы и терпение. Вы только что услышали и увидели, как можно создавать красивый рельеф
И хотя этому видео 9 лет, все советы, которые я даю здесь сейчас, они работают до сих пор. Подумайте сами, сколько раз вы откладывали важные проекты просто потому, что не знали, с чего начать или как это работает. Прямо сейчас вы можете изменить это. Поделитесь в комментариях, какой шпатлевкой работаете вы, что у вас получилось, а что нет. И ваш опыт, он реально помогает другим и делает наше сообщество сильнее. И если вы не хотите пропустить еще больше профессиональных приемов и секретов, которые я показываю только здесь, поставьте лайк, подпишитесь и включите уведомления. Представьте, что через месяц вы уже будете создавать такие красивые работы, а кто-то другой воспользуется этим шансом вместо вас. Так что не оставайтесь в стороне. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч. Оставайтесь с нами и творите с удовольствием.